Если вы еще никогда не пробовали домашний рубиновый квас, обязательно это сделайте. Он очень красивый, неимоверно вкусный и при этом полезный. Готовится он настолько быстро и легко, что справится даже школьник. Давайте начнем. Нужна глубокая посуда объемом не менее 2 литров. Я беру вот эту хрустальную конфетницу. Она прозрачная, так что вы хорошо рассмотрите весь процесс. Засыпаю сахарный песок. Здесь около 200 грамм. Можно добавить побольше или поменьше, в зависимости от собственного вкуса. Можно также использовать и подсластители. Засыпаю половину чайной ложки лимонной кислоты. А вот и главный ингредиент, которому наш квас обязан своим неповторимым рубиновым цветом. И это лепестки чая каркаде или гибискуса. Нам потребуется 3 столовых ложки. Заливаю все 1 литром кипятка и хорошенько размешиваю, чтобы сахар полностью растворился в горячей воде. Смотрите, как меняется цвет. С каждой минутой он становится все более глубоким и насыщенным. Ну а пока это происходит, друзья, напишите, из какой страны вы смотрите это видео. И если вам нравятся мои рецепты здоровья, поддержите меня лайками, хорошими комментариями и, конечно, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Это поможет продвижению моего ролика. Сахар полностью растворился. Оставляем напиток настаиваться под крышкой до полного остывания. За это время он как раз отдаст свой цвет, аромат, прекрасный вкус с легкой кислинкой и, конечно, все свои полезные свойства. Настой остыл. Теперь его нужно процедить, чтобы он стал прозрачным, без цветочной пыли и осадка. Переливаю в 3-литровую банку. Банка у нас заполнена на 1/3. И я доливаю еще 1,5 литра кипяченой воды, но уже не горячей, а остывшей воды, примерно комнатной температуры. Цвет настоя снова поменялся, немного посветлел и стал ближе к розовому. Чтобы ускорить процесс брожения, засыпаю 1 чайную ложку сухих дрожжей, а также добавляю 10 изюминок. Кстати, изюм нежелательно перед этим промывать, потому что на его поверхности находятся природные дрожжи, которые ускоряют процесс брожения и придают напитку более интересный вкус. Перемешиваю. Накрываю горловину марли либо хлопчатобумажной тканью и перевязываю. Оставляю банку примерно на сутки при комнатной температуре. Прошло чуть больше суток. Давайте проверим, как там наш квас. Судя по внешнему виду, напиток очень хорошо перебродил. На поверхности много мелких пузырьков. Это значит, что процесс брожения прошел, и пора его останавливать. Процеживаю через несколько слоев марли, чтобы убрать осадок и изюминки. Разливаю по банкам.
На выходе получается 1 литровая банка и 1 1,5-литровая. Закрываю банки крышками и отправляю квас в холодильник. Минимум на 2 часа, максимум часов на 5. Но перед отправкой в холодильник обязательно попробуйте напиток. У меня он сейчас слегка газированный, я такой и люблю. Но если вы предпочитаете сильно газированные напитки и хотите, чтобы квас был более ядреным, значит не ставьте в холодильник, а на несколько часов поставьте опять туда же в теплое место. А затем попробуйте снова, и если вас устраивает количество газа, вот тогда как раз начинайте его остужать. А я ставлю в холодильник на средние полки, не в морозилку, и уже через несколько часов покажу вам готовый результат. Разливаю и любуюсь. Мне очень нравится этот насыщенный, яркий, радостный рубиновый цвет. И только посмотрите, сколько здесь пузырьков. Трудно поверить, что это не магазинная шипучка, а самая настоящая домашняя, созданная своими руками. Вкус просто великолепный. В летнюю жару он сразу же утоляет жажду. А теперь несколько слов о его полезных свойствах. Холодный квас каркаде действует как природный гипотензивный препарат и очень хорошо снижает давление. Если выпивать 2-3 чашки в день, не только давление у вас станет нормальным, но еще и улучшится эластичность сосудов. Положительное влияние каркаде на давление объясняется тем, что он содержит антоцианы, которые расширяют сосуды, а также укрепляют сосудистую стенку. Кроме того, квас каркаде дает расслабляющий эффект и снимает стресс, а также улучшает настроение. В составе напитка содержится уникальный комплекс органических кислот, в том числе яблочная, лимонная, гибисковая. Поэтому он работает как природный пробиотик. Если пить его регулярно, улучшится перистальтика кишечника, нормализуется микрофлора и состояние при склонности к вздутию. Гибискус стимулирует выработку желчи, поэтому каркаде после еды прекрасно снимает тяжесть от жирной пищи. Друзья, я и сама с большим удовольствием пью квас из каркаде, поэтому делюсь с вами рецептом и надеюсь, что вам он тоже понравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы готовить такой квас. Жду ваших ответов и до встречи на канале Лекарь Травинка.